Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой красивый, нежный, из мягкой пряжи альпаки, пушистенькой такой джемперочек связать, очень простым узором, легеньким, из свежего номера Сабрины, да, то есть это от немецких дизайнеров, такой интересный джемперок. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Модель взяла из свежего номера Сабрины за февраль 2021 года. Очень интересный вышел журнальчик, очень много красивых, вот таких, видите, ажурных всяких моделей. Видите, вот и вот. Правда, они все в ярких таких красных оттенках, но все равно очень-очень интересный. Ну и наша моделька, вот этот мне нравится, очень тоже интересный, с листиками. И вот наша модель, видите, в журнальчике. Вот ее мы сегодня и будем вязать. Приближаю вам, показываю. Да, вот так смотрится слегка пушистая пряжа, вот так смотрится в журнальчике наша моделька. Итак, как всегда в моем мастер-классе выбор пряжи, спиц, выкройка, схема. Мы вяжем с вами образец, рассчитываем плотность и, в общем-то, я составляю описание. Рассказываю, как разместить узор на другие размеры, на разные размеры. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу с альпакой ультра-кашемир Гималая. И состав ее 75% акрила, 25% альпаки. Очень мягкая, пушистая, нежная пряжа, просто необыкновенная. Вот, смотрите. Видите, как она хорошо, красиво пушится. В 50 грамм содержится 175 метров. Спицы 3,5 использую. Это у меня вот целый еще пока моточек, да? И вот все, что осталось. Я уже неоднократно показываю, девочки, эту пряжу. Уже несколько вещей вязала вам в качестве образца из этой пряжи. Разные цвета. И вот этот вот очень красивый такой какой-то цвет, молочный, приятный. Ну и вот само полотно вязаное. Узор очень интересный, девочки. Вяжется очень просто, то есть легенький действительно узорчик. У меня здесь 2 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту. И вязание довольно увлекательное и интересное. То есть, ну как бы сложностей особых нет в вязании этого узора. Так, ну и сейчас давайте я вам покажу в подтверждение своих слов, покажу вам схему узора. Схема узора выглядит вот таким образом. Составляет 24 ряда в высоту. Выкройка у меня составлена на 44-46 размерчик. Вот эти все размеры, девочки, легко откорректировать под свой размер. Просто меняете на выкройке, ставите свои мерки и все. Как сделать пересчет, я вам подробно рассказываю. Как составить индивидуальное описание с использованием плотностей и наших размеров. Что такое вертикальная плотность, тоже очень подробно рассказываю. Как посчитать скос рукава, да? Девочки, пожалуйста, посмотрите, все это я буду объяснять после того, как мы свяжем образец. То это почти конец видео. Да? Последние, как говорится, кадры. Так, ну а и мое описание, оно отличается немного от того, что нам предлагают немецкие дизайнеры, поскольку пряжа другая, плотность, конечно же, не совпала, естественно, получились другие цифры
получились другие цифры. Спицы другие, пряжа другая, и другие наборные вот эти циферки. Так, из чего складываются вот эти 83 петли наши, я тоже очень подробно буду рассказывать после того, как мы свяжем образец. Обратите внимание, важная и полезная информация, посмотрите, как сделать расчет этот. Так, также я раскрываю, как говорится, свои советы даю, как расположить узор, если размерчик у вас не совпадает с 44-м, 46-м, у вас больше, допустим, размер, да, как сделать побольше, я тоже раскрываю это в своих вот этих объяснениях, посмотрите внимательно. Так, ну и то, что у нас немножечко присбаривается в области плеча, рукавчик, это тоже, в принципе, не моя задумка, а дизайнер так пишет в своем немецком описании. Так, обязательно корректируйте, еще раз повторюсь, мерки на выкройки под себя. Все это описание я выкладываю всегда под видео для вашего удобства. Итак, мои хорошие, начинаем вязать с вами образец. Значит, у нас 20 петель раппорт узора. Я буду вам показывать один раппорт. В образце я уже связала один раппорт в высоту и 2 раппорта в ширину у меня. Если вы хотите вязать тоже 2 раппорта, то вам надо набрать 43 петли. Если вы будете вязать один раппортик, для того, чтобы плотность там измерить или просто потренироваться вязать узор, то вам достаточно будет 23 петелек. Я буду показывать в мастер-классе в ширину один раппорт. Ну и высоту, естественно, тоже. Начинаем вязать с первого ряда. Первую кромочную снимаем, вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я вот так меняю их местами. У меня первая за работой, вторая поверх нее вот так накидывается. Я вяжу 2 вместе одной лицевой. Делаем накид. И для симметрии у нас с вами вяжется еще одна лицевая. Но поскольку я вяжу второй раппорт, у меня как бы 2 раппорта чередуются, и я уже начинаю вязать второй раппорт. Вы, девочки, вяжете для симметрии лицевую. Второй, 4 и 6 будут вязаться изнаночными петельками, в том числе и накиды. Третий ряд у нас. Вяжем первые 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее вяжем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Связали раппорт. Для симметрии вяжете лицевую. Вяжем 5 ряд. Первые 2 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые. Связали один раппорт. Вяжем еще для симметрии лицевую. 7 ряд вяжем. Первые 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 9 лицевых. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И 3 лицевые. 1, 2, 3. На этом раппорт заканчивается. Если вы вяжете один раппорт, вяжите лицевую для симметрии. В 8 ряду это изнаночный ряд. Мы будем вязать по схеме. Схему читаем слева направо. Читаем. Значит, первая у нас была петля для симметрии. Вяжем ее изнаночной. Затем делаем накид. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 вместе изнаночной за переднюю стенку. Затем вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку вяжем. Затем опять 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид, изнаночные. Раппорт завязали. 9 ряд у нас. 2 лицевые, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид и лицевая. Раппорт закончили. Вяжем для симметрии лицевую. Так, у нас с вами 10 ряд изнаночный. Мы будем его тоже вязать по схеме. Вяжем у нас первые изнаночные для симметрии. И далее начинается раппорт. 2 изнаночные, накид. Далее 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем идут у нас, смотрите, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку. Затем 3 изнаночные и 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид и 3 изнаночные. 1, 2, 3. Это был раппорт. Мы его связали полностью. Вяжем 11 ряд нашего раппорта. Начинаем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. Еще 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем идут 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт, и для симметрии там вы вяжете лицевую. Я продолжаю второй раппорт. Вяжем 13 ряд раппорта. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали полный раппорт. Для симметрии вяжем лицевую.
я вяжу второй раппорт подряд. 15 ряд у нас вяжем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, девочки, будет лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые. Накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее идут 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мы связали полный раппорт. И за раппортом еще одна петля для симметрии у вас вяжется. У меня вяжется второй раппорт подряд. 17 ряд у нас по схеме. Итак, у нас здесь будет 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это был раппорт у нас. А за раппортом вы вяжете еще одну петлю лицевую для симметрии. Не забываем, что сейчас у нас идут с вами, значит, нечетные ряды изнаночные. Все изнаночные петельки вяжутся. Вот 18 ряд будет изнаночный. 19 ряд у нас вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали полный раппорт и 1 петля лицевая для симметрии. В 20 ряду вяжем по схеме. Обратите внимание, первая идет для симметрии изнаночная, дальше начинается раппорт нашего узора. 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, накид, изнаночная, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Затем идут 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку и 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Связали полный раппорт. Вяжем 21 ряд. Первые 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, раппорт провязали. Вяжите лицевую для симметрии, я вяжу второй раппорт. 22 ряд. Вяжем с вами. Первая петля у нас для симметрии вяжется изнаночной, затем вяжем изнаночную петлю и вяжем 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. Затем вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид. 5 изнаночных. 1, 2, 3,
4, 5, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Затем вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 2 изнаночные, связали раппорт. 23 ряд у нас, и мы вяжем с вами. Первый у нас идет лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, далее идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых, опять накид и 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, связали полный раппорт. Вяжем лицевую для симметрии и 24 ряд вяжем изнаночными петельками. Делаем влажную тепловую обработку образца. С помощью горячего пара отпариваем наш образец. Тщательно его тянем в разные стороны и даем ему в расправленном виде высохнуть. Обратите внимание, чтобы края у нас тоже были проглаженные, отпаренные, потому что кромочные нам очень будут нужны. Мы будем их учитывать, когда будем рассчитывать плотность. Так, все. И пусть сохнет. Теперь наша задача измерить ширину образца и его высоту. И сделать очень простые расчеты плотности. Итак, смотрим. 25, девочки. Все-таки 25, да? 24, 25. Я набирала 43. И поделить на 25, это будет 1,72. То есть 1,7 будет у нас плотность. И я это запишу. В 1 сантиметре 1,7 петель. И теперь высоту. У меня 2 раппорта по, значит, это по 24 ряда, получается 48 рядов. 48. И высота моего узора 21 сантиметр. 48 рядов делить на 21 сантиметр ширины высоты, то есть получим практически 2,3. Запишем, что в 1 сантиметре у меня 2,3 ряда. Эти цифры нам сейчас с вами очень понадобятся, когда мы будем делать расчеты. Выкройка. Вот так выглядит у нас выкройка из журнала. 44-46 размер. У меня будет описание составлено. Но я могу вам рассказать, как бы я вышла из ситуации и распределила узоры на другие размеры. Да? Значит так, смотрите, девочки, на 44-46 размер ширина спинки переда будет 49 сантиметров. 49 сантиметров умножаем на нашу плотность 1,7. 49 умножить на 1,7, это будет 83 петли, да? Запишем, что 83 петли у нас. И, как вы понимаете, легко распределить узор. Смотрите, у нас с вами раппорт составляет 20 петель. Значит, 83 мы всегда делим на число петель в раппорте, на 20. Получаю я 4 целых раппорта. И
одна петля у нас для симметрии плюс 2 кромочные. Очень хорошо и четко, красиво будет смотреться узор со швом по бокам, да, красиво это будет смотреться. 2, 3, 4. 4 раппорта по 20 петель. Справа и слева кромочная. Вот 4 раппорта. И одна петля с левой стороны для симметрии. Вы видели, она у нас все время в схеме присутствовала. Я про нее всегда говорила. Она у нас вяжется лицевой. Так же, как вот для симметрии, чтобы симметрия была в узоре. Да? Здесь у нас вот идет с крайней правая петля тоже лицевая все время по узору. Теперь, девочки, что касается другого размера. С этим все понятно, все четко уместилось, да? Здесь все хорошо. Итак, берем 53 сантиметра на 48 размер, умножаем на 1,7 это плотность. Итак, у нас с вами 90 петель надо, чтобы было не 83, а 90 петель. Как распределить в этом случае узор? Ну, во-первых, сразу скажу, что число петель должно быть нечетным, то есть 91 петля. Как поступить нам в данном случае? В данном случае я предлагаю вам оставить этот костяк, да, из 83 петелек и добавлять лицевую гладь справа и слева. Вот на нашем примере смотрим. 91 петля, а у нас задействовано 83 петли. Да? 91, вычитаем 83 и узнаем, что нам не хватает 8 петелек для того, чтобы на наш размерчик совпал узор. То есть я делю его мысленно на 2, у нас по 4 петли мы добавляем справа и слева, 4 лицевые справа, 4 лицевые слева, да? То есть перед тем, как вязать раппорт, у нас будет все время вязаться 4 лицевые, потом будет начинаться 4 раппорта вязаться, а заканчиваться все, суммируем, 1 лицевая для симметрии была, а на самом деле будет 5 лицевых, да? То есть просуммируем их, и будет так записан узор. То есть вот такой вот как бы выход из ситуации. Также вы, девочки, поступаете с любым своим размером, какой вам понадобится. С любым размером можно вот такой индивидуальный расчет сделать. Так, ну что касается высоты. Высота у нас будет регулироваться также по выкройке с использованием вертикальной плотности. Ну, поскольку у нас рост у всех разный, обязательно корректируйте под свой рост. Я буду составлять описание на тот рост, который мне указан в выкройке. И смотрим. Смотрите, вот у нас вяжется узор после планки, да, высоту. И написано 28 сантиметров. 28 сантиметров надо перевести обязательно, девочки, в ряды. То есть, смотрите, я как это делаю. 28 сантиметров я умножаю на нашу плотность по вертикали. 2,3. Получаю ряды. Это 64 ряда. То есть, смотрите, после планки, связанной резинкой, мы будем вязать с вами 64 ряда высоту узором. И будем затем делать убавки в пройме рукава. То есть вот таким образом применяется вертикальная плотность. Да? Зачем она нужна? Объясняю. После стирки изделие склонно вытянуться. Это же трикотаж. Поэтому, чтобы этого не произошло, мы его заранее, девочки, вытягиваем. Да? Вот для этого делаем влажную тепловую обработку образца. Да? И смотрим, как она будет после влажной тепловой обработки вести себя. Измеряем вот это число, плотность, да, и умножаем его на те сантиметры высоту, которые нам нужны. То же самое мы делаем, собственно, и по горизонтали. Применяем эту плотность, да. Так, ну, в общем, что здесь самого сложного? Это скос посчитать, скос. Смотрите, скос считается следующим образом. У нас здесь будет с вами считаться петельки по низу, да, сколько у нас, вот у нас здесь с вами идет 11,5, то есть это получается половинчатый размер, 11,5, ну это 23 сантиметра, да, 23 сантиметра умножим с вами на плотность по горизонтали, 23, так, 23 умножить на 11,7,
получим 39 петель, да? 39 петелек. И в самой широкой части рукавчика тоже делаем вычисление. Вот здесь написано 16. То есть вот здесь вот у нас в самой широкой части рукавчика должно быть 32 сантиметра. И 32 умножим также на плотность 1,7. Будет 54, так нельзя. Должно быть тоже нечетное число, то есть я пишу 55 петель. И теперь из 55 петель отнимаем наш низ, 39 петелек, да, и получаем 16 петелек. Нам надо с вами всего прибавить справа и слева. Как это сделать? Значит, по 8 петель будет у нас прибавляться справа и по 8 петель слева. Через равные промежутки, через равное расстояние, через равное количество рядов. Давайте их распределим. Для этого опять воспользуемся вертикальной плотностью. Обратите внимание, высота 38 сантиметров от планки до оката. То есть на этой высоте у нас и будут прибавки идти. Давайте также 38 сантиметров переведем в ряды. 38 умножить на 2,3 плотность. Это будет лучше делать в четное число. 88. Давайте напишем 88 рядов у нас получается до формирования оката от планки. И 88 рядов делим на 8. Ну, тут легко поделить. 88 поделить на 8. То есть в каждом 11 ряду мы делаем с вами прибавку. Одну симметрично справа, другую симметрично слева. То есть одновременно и симметрично. Через 8 рядов. Очень легко посчиталось, правильно? Аналогичным образом, как я вам сейчас рассказала, поступаете и вы. Да? Затем, значит, что еще хотела бы заострить внимание? Также применяете вертикальную плотность при расчете горловины. То есть, вот смотрите, до выреза горловины у нас здесь указан размер 41 сантиметр. Также переводите 41 сантиметр в плотность, да? И знаете, что в таком-то ряду вам нужно будет приступить к вывязыванию, к убавке вот этих закрытию петель горловины. Что у спинки, что у переда одинаково. То есть разные будут у вас ряды, но вертикальную плотность не забываем использовать. Теперь как бы нам с вами распределить петельки по горловине и по плечу, да? Часто возникает вот эта вот проблема. Я предлагаю это сделать следующим образом. Мы используем также горизонтальную плотность нашу. То есть, смотрите, 9,5, то есть это получается 19 сантиметров, да, вырез горловины. 19 сантиметров умножить на плотность по горизонтали 1,7. Получается 32 петли у нас приходится с вами, ну это пока такая черновая циферка, на вырез горловины. Значит, пройма, глубина проймы составляет 5 сантиметров. Давайте тоже переведем это в петли. 5 умножить на 1,7. Пройме надо будет убавить 9 петелек. Округлила я в сторону большего числа. Итак, если у нас с вами плечо составляет 10 сантиметров, 10 умножить на плотность 1,7, это 17 петель, да? И теперь мы сейчас сделаем с вами контрольное вычисление. У нас всего 83 петли, из них 18 петель приходится на пройму, у нас их 2, да? Минус 18, минус 2 плеча по 17 петель, это 34. И получается, что на вырез горловины придется 31 петля. Вот более уточненные данные. Вот таким образом распределяться петельки при закрытии. Так, ну с этим все понятно, да? Ну так вот я вам как бы, девочки, поверхностно, скажем так, объяснила, как считаем по выкройке, составляя индивидуальное описание с применением плотности, да, обязательно ставьте свои размеры,
Нет здесь ничего сложного. Такую выкройку схематично рисуете в тетрадочке на листе бумаги и вставляете свои размерчики на свой размер. С узором я тоже вам объяснила, как выйти из ситуации. Да? Лицевая гладь будет хорошо смотреться. Вполне она впишется в наш узор. Да? Видите, лицевая гладь не испортит этот узор. Вот. И все будет у вас хорошо. Свяжите этот красивый аджурный джемпер, мягкий, необыкновенно. Его можно прямо на тело носить. Очень-очень красивый узор. Итак, мои хорошие, до новых встреч. Удачи. Остаемся на связи.